Кто скоро выйдет на связь? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Я могу сказать, знаете, вот вы человек, который, возможно, имеет четкие такие строгие правила. Это не говорит о том, что вы там какой-то такой плохой. Нет, ни в коем случае. Вы любите порядок, вы любите пунктуальность, да. Возможно, у кого-то проиграется, ну, такой жестковатый характер, но в плане вот именно порядка, контроля. Вас могут жестким воспринимать. Хотя на самом деле вы абсолютно другой человек в душе, да. Может у кого-то проиграться, что вы связаны с формой, с армией. Также сюда можно еще отнести воздушный знак зодиака, у кого-то проиграется. Ну и, конечно же, вы очень активный человек. Вы абсолютно не лежебока, вы очень такой целеустремленный, что ли, да, вы очень деятельный, вы очень активный человек. И, в общем-то, вам это в кайф, да, движение. Вы понимаете, что вы не могли бы лежать долго и бездельничать. Ну, понятно, что иногда отдыхать всем хочется, но вообще вам как-то вот в кайф. У вас даже отдых может быть либо в отпуске, где угодно, да, вот вы, допустим, едете в отпуск, вернее, все равно какой-то вот активный отдых, не просто лежать на лежачке возле моря, да. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, все в комментариях, как вы любите проводить выходные, либо отпуск. Вы валяетесь на диване, либо же просто греетесь на солнышке, либо у вас активный отдых. Хоть выходные, хоть в отпуске, хоть в отгуле. В общем, когда это свободное время от работы. Далее. Вы человек, который, знаете, вы очень с опаской доверяете окружающим. Я не могу сказать, что вы прям закрыты, но это недоверие было не всегда. Это произошло после предательства вашей женщины. И очень четко вот по дьяволу говорит, что женщина, либо же, ну, скорее всего, здесь любовный треугольник проиграется. Сюда можно еще какие-то зависимости отнести, да? У кого-то может проиграться, что женщина не только направо-налево ходила, но еще любила с рюмочкой дружить, да. Ну, то есть, ну, как правило, здесь такие очень тяжелые, очень токсичные, травматичные отношения. Вот именно после них вы стали другим. После них вы стали более такой недоверчивый, да, подозрительный, может быть, в каких-то делах. Хотя на самом деле вы очень такой открытый человек. Вот если брать, какой вы настоящий, да, в душе, вы совершенно другой. Вы отзывчивый, вы, ну, порядочный. Вот какой-то момент такой, знаете, что как будто вы скрываете свое настоящее лицо. Ну, то есть вы далеко не всем показываете свой такой внутренний мир, да. Об этом знают либо же ваши самые-самые близкие люди. Об этом могут знать только самые близкие друзья. Поэтому, ну, травмированная личность, как правило, направо и налево не рассказывает о своей жизни, тем более о своих проблемах. Женщины вам нравятся, ну, в большинстве своем моложе вас. Женщины, которые покладистые, женщины, которые... Ну, не будут такие гонористы, не будут показывать свой характер, это точно. Вам нравятся женщины, с которыми вот вы на одной волне можете быть, да? То есть, если вы, вот, допустим, ну, я в общем описываю, да, неважно, вы сейчас в каком статусе находитесь, то есть вы должны с человеком быть вот действительно на одной волне и поговорить, чтобы было о чем. И какие-то схожие интересы. Да, вот если вы видите, допустим, вы знакомитесь, и если это не совпадает, если тем более вы видите корыстной женщины, ну, вы сразу же весело машете ручкой ей во след. Очень важна для вас, ну, такая коммуникация, вот именно какая-то такая душевная теплота, что ли, да. Внешность, конечно же, важна для вас, да, вот женская внешность.
Но, тем не менее, вот с недавних пор, ну, я имею в виду, у кого вот произошла такая печальная история в отношениях, в ваших последних отношениях, то вы скорее на другие черты, на другие качества присматриваетесь, когда знакомитесь с женщинами. Могу отметить, что, ну, большинство, я бы сказала, что все-таки имеют свободное сердечко. Ну, как-то вот вы, ну, то ли скептически, потому что относитесь, еще, может быть, потому что вы не видите достойную женщину, да? Опять же, я понимаю, что это общий расклад, но я не скажу, что вы прям такие у меня сейчас влюбленные мальчики. Нет, абсолютно. Но, тем не менее, надежду не теряйте. Вы человек, с которым нужно вот как-то по-хорошему, что ли, да? И опять же, это с недавних пор, вот после развода, потому что вот как будто триггерит вас некая ситуация, да, вот из прошлого. Если вы будете видеть подобные отношения к себе, подобные, может быть, фразы, подобные какие-то истории, да, подобные какие-то действия, поступки новых женщин, то вы можете вспыхнуть. У кого-то из вас, да, действительно, такой довольно горячий характер. Кто-то более вспыльчивый, кто-то менее. Но, в общем-то, порой вам бывает трудно сдержать свой такой, может быть, справедливый даже гнев, когда видите какую-то несправедливость, когда видите, что обижают там, допустим, слабых людей, там, либо же там детей, да. Поэтому, ну, такой вот вы защитник. В общем-то, довольно неплохой вы человечек, но почему-то вот женщины вам не попадаются такие, чтобы, знаете, ой, хочется сказать ахнуть и сдохнуть. Но это в хорошем смысле слова, ребята. Знаете, чтобы ахнуть, что ах, какая женщина. Вот почему-то, ну, давненько вы такую не встречали. Кто из вас романит? Я вижу тоже, что есть такие, кто романит. Но это скорее такая развлекаловка. Ну, погнали смотреть, кто же скоро выйдет на связь. Давайте-ка смотреть. Появится какой-то человек из прошлого, с которым вы либо же не были, ну, не общались очень давно, возможно, даже поставили точку. У кого-то может проиграться, что была очень конфликтная ситуация. Причем вы сами закрылись от этого человека, потому что была у вас, ну, нанесена дикая боль этим человеком. Это может проиграться бывшая, это может проиграться человек, с которым вы поругались. Но в большинстве своем, вот то, что я вижу, здесь проявление все-таки женщины, с которой была любовь. У кого-то, кстати, еще может проиграться любовный треугольник, да, потому что мне показано, что это была история, когда вы уже, ну, то ли плохо жили, то ли думали, что уже все, да, вы видели, что уже толку не будет с отношений, ну, с этими отношениями, и вы могли, ну, кто-то из вас точно прыгал направо-налево. Так вот, тоже эта женщина может появиться. Ну, в любом случае, я вам скажу так. Неважно, любовница, либо же жена, у кого как проявится. Но вот женщины обе, опять же, не то чтобы обе, да, понятно, что это разные статусы, но вот какие-то одинаковые черты будут. Это некая такая... С одной стороны харизматичность, с другой стороны жесткость. Вот женщина, которая и манит, и пугает. Это женщина, которой палец в рот не клади. Это женщина, которая очень такая манящая. Она неплохая любовница. Она хорошая хозяйка. Она аккуратистка, довольно неплохо выглядит. С ней интересно, классно, страстно. Но, тем не менее, вот смотрите, если это у кого проиграется, что ну, женщина ваша официальная проявится, да, то здесь только через обман. Тут женщина появится опять-таки за какими-то ресурсными моментами. Либо же денежки от вас получить, либо так обставить, да, чтобы втереться к вам в доверие и опять-таки, чтобы вы начали ну, наступать на те же грабли. Особенно это нужно быть осторожным тем, которые, ну, тем или иным образом еще хотят вступить в новые, вернее, в прежние отношения, да, вернуть прежние отношения. Будьте бдительны, потому что, ну, у нас карта обмана падает, и здесь деньги и ничего, кроме денег. У кого это будет любовница, да, скажем так, у кого как проиграется.
Появление любовницы с чем связано? Здесь тоже будут какие-то такие манипулятивные нотки, здесь какая-то хитрость тоже будет задействована. Но опять-таки, она проявится от одиночества, от того, что вот как-то, ну, не складывается у нее личная жизнь. Хоть она довольно хороша собой, хоть она очень такая интересная, эрудированная, все, да, но она с характером, конечно же. Но, тем не менее, вот вы зацепили ее, да. Вы не общались, даже если это проиграется у кого-то, вот просто любовная связь была, вы прекратили всякое общение. Проявится, потому что тяжело, потому что имеет какие-то надежды на то, чтобы с вами наладить, да, а вдруг вы вспомните по старой памяти и захотите с ней воссоединиться. Далее, кто еще может проявиться? Переворачивайте под себя. Да что ж такое? Снова у нас конфликты, конфликты. Но это скорее по работе может проиграться, ну как-то связано с вашей рабочей финансовой деятельностью. То есть человек, который либо же каким-то образом подставлял вас, может быть даже сплетни распускал, человек, который мог, ну так, холодно вести себя. Возможно, вы даже поругались, ну как-то вот в холодных, может быть, отношениях были. Этот человек проявится с примирением. По той простой причине, потому что вот нужна будет какая-то вот ваша помощь, возможно, подсказка, если это касается работы, да. Ну, то есть человек без вашей помощи, либо без вашего совета не сможет разобраться в каких-то вот рабочих таких моментах. Вы можете, в общем-то, помириться, но я скажу так, что обиды вы не прощаете. Вернее, не так. Вы простить можете, но вы не забываете. Вы никогда не будете прощать человека, который вообще вам хоть малейшую какую-то боль либо рану нанес. Хоть душевная рана, хоть физическая, да, потому что я вижу, ну, опять же, такие драчуны есть среди вас. Ребят, признавайтесь, кто кулаками махал, может быть, по молодости, может быть, кто-то сейчас махает. Ну, такой горячий характер у кого-то из вас однозначно. Далее, кто еще проявится? А здесь такая, знаете, это из рода мистики. Ну, прям до мурашек. Кому-то из вас может прийти кто-то из ваших умерших предков. Это близкие люди. Хотя человек этот при жизни, ну, то есть у всех это, у кого-то мама, папа, там, братья, сестры, неважно, это кровный кто-то, кто на небесах. Человек при жизни мог быть, ну, такой довольно с характером. Вы могли даже ссориться, ругаться, да. Но, тем не менее, вот как-то вы ругались и очень быстро мирились. И вы понимали, что, ну, все очень классно. Хоть вы и ругаетесь, но вы можете в любой момент набрать друг друга, да, и помочь, поговорить, поддержать. Ну, то есть такие вот, с одной стороны, очень напряжные бывали отношения, да, ссоры могли быть, конфликты какие-то. Но с другой стороны, но все равно такая была вот родственная вселенская любовь и помощь. Я даже склоняюсь, что, может быть, это, скорее всего, мужчина проиграется, да, это может быть отец, дедушка, брат, там, дядя, да, вот в таком плане, ну, именно вот по крови. Человек, который придет к вам, да, вот хоть и спустится с небес, потому что вот вы как ругались, бодались, знаете, так интересно идет информация, как будто вот ваших вот этих стычек ему не хватает. Ну так, по-хорошему, да? Не то, чтобы там хочется где-то там поссориться, а вот не хватает и ваших таких задушевных бесед, и не хватает, как вы спорили, ругались, да? И человек просто банально за вами соскучился. Поэтому, ребята, не удивляйтесь, если вы почувствуете, может быть, какие-то прикосновения, может быть, ветерок пролетит. Да, вот бывает такое, вроде бы окна закрыты, а как будто вот, ну, прям ветер подул. Кому-то во снах, либо же, ну так, в полудреме может прийти. Вы можете кто-то даже какой-то, ну, силуэт увидеть. Вот не пугайтесь, это пришел кто-то из ваших ушедших родственников, которые скучают, которые вас любят. И несмотря на то, что вы могли, ну так, жестко ругаться даже при жизни, даже там, на небесах,
вас любят. У меня прям мурашки побежали, ребята, это просто капец какой-то. Ну, давайте еще один момент посмотрим. Кто еще может к вам проявиться? Ух ты! Вау, ребятушки! Это проявление женщины, которая, ну, она скрывала какой-то период, возможно, еще немножечко будет скрывать, но чуть позже проявится. Опять же, у всех это по-разному будет. Но женщина, которая, знаете, тайно влюблена, может даже проиграться, что она не свободна, но она глубоко несчастна в этих отношениях. Она в вас влюблена, но тем не менее, вот она, знаете, как будто откроется вам, откроет свое сердце, откроет свою душу. И, в общем-то, вы очень удивитесь, что это за женщина, потому что на нее вы точно не могли бы подумать. Сейчас вы на расстоянии. Причем расстояние может быть достаточно большое. Может быть, вы куда-то ездили, да, может быть, вы там к родственникам, либо в командировку ездили, и там эта женщина. Ну, то есть, как-то вот вы вроде бы и коммуницировали, но это было, ну, настолько мало, настолько как-то примитивно. Может быть, кто-то просто поздоровался, да, а она вот, ну, влюбилась в вас, и все. Поэтому она проявится для того, чтобы с вами, ну, то ли сблизиться, да. Я не говорю, что она будет бросать семью, что она будет там уходить к вам. Нет, она сейчас об этом не думает, она просто мечтает о вас. Вот вы ей понравились как мужчина, а, как говорится, сердцу не прикажешь. И она попытается всячески проявляться после того, как она вот держала в себе эту любовь, влюбленность. Знаете, я вам скажу так, вот она вроде бы и не свободная, но ей так не хватает тепла, и она как будто, ну, намечтала, что вы станете тем единственным любимым рыцарем, ей бы этого хотелось, да. Я вам скажу так даже, ребята, у кого-то из вас точно может сложиться с ней довольно неплохая история. Но опять же, здесь будет от многих факторов зависеть и от того, насколько вы заинтересуетесь этой женщиной. Хоть она и неплохая, но вас может смутить тот момент, что она не свободна. Это однозначно может смутить. Кто-то из вас может все-таки пойти ва-банк, да, вот занято, не занято, вот пришел, увидел, победил. Поэтому, ну, ждите каких-то таких очень осторожных шагов, наверное, да, она не будет вешаться, она не будет рассказывать, как я тебя люблю, обожаю, прям открытым текстом, но тем не менее, вот вы увидите, может быть, даже каждой клеточкой почувствуете, когда будете еще общаться с этой женщиной, а она точно проявится. Если даже вы здоровались просто раньше, то сейчас так сложатся обстоятельства, что вы как-то начнете больше общаться, больше разговоров, больше общения, да, может быть, она поможет вас там сумку поднести, да, либо еще что-то помочь, и так у вас завяжется коммуникация. Поэтому так и знайте, эта женщина, ну, она чуть моложе вас. Эта женщина, она с виду, может быть, даже такая скромная, она самая обычная, без каких-то накачанных губов, да, это не кукла Барби. Это обычная женщина, это несчастная женщина, которая тоже хочет любви и которой вы очень понравились как мужчина. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!